Здравствуйте, ребята! Сегодня с вами Катя Васильева, и мы будем говорить на тему «Жертва или победитель?». Эта тема очень интересная, эта тема очень развернутая, говорить об этом можно очень долго, но вкратце я вам хочу сегодня с вами поделиться разницей. И если вы смотрите мой канал, и если вы делали поиск нарциссизма на YouTube, значит, для вас эта тема также важна и интересна. И это может быть ваши отношения с вашим партнером, с вашим мужем, с вашими родителями, с вашим боссом, с вашими коллегами, друзьями и так далее. Нарциссы приходят в разных формах в нашу жизнь. И в какой-то момент вы, наверное, осознали, что вами пользуются. В какой-то момент, если вы уже если вы уже ищете ответы в онлайне или в литературе, или в каких-то научно-популярных изданиях, если вы ищете ответы, значит, у вас уже есть вопросы. Значит, я вас поздравляю. Значит, раз у вас уже есть вопросы, значит, у вас уже есть мнение, значит, вы уже чувствуете, что вы все-таки попали, вы стали жертвой нарцисса. Это хороший шаг, я вас поздравляю, молодцы, и это первый шаг на исцеление. Значит, сегодня я хочу поговорить по поводу жертвы. Жертва нарцисса – это это человек, который пребывает вот в этом тумане, да, этот человек может быть в первой стадии, еще цветочно-конфетной, да, и может быть это уже вторая стадия деградации отношений, и вами пользуются, вами манипулируют, вы начинаете чувствовать себя без энергии, вы начинаете чувствовать, уже вам неохота вылазить с кровати иногда, или же вы хотели идти в зал заниматься, и нарцисс позвонил, вы сказали, что вас хочет видеть, вы меняете свои планы, вы отказываетесь от встречи с друзьями, вы боитесь идти куда-то, встречаться с друзьями, потому что вдруг он позвонит, вдруг он вас захочет сегодня видеть и так далее. У вас начинается изолированная как бы жизнь, и все ваши интересы, если вы любили читать книги, смотреть кино и ходить по магазинам и встречаться с девочками, и то сейчас вы уже как бы отдаляетесь, вам уже это неинтересно, вы как бы больше времени проводите, сидя дома, ожидая звонка, ожидая какой-то реакции, да, то вы жертва. И вами будут пользоваться, вами будут манипулировать, из вас будут сосать всю энергию. И пока вы не осознаете, пока вы, может быть, случайно не набредете на ответ или же там случайно на видео на YouTube, где что-то зацепит ваше внимание, и вы подумаете: боже, так это же я, это же со мной происходит. И такое очень часто случается. То есть вы разозлитесь, когда все станет как... Эта злость может помочь вам выбраться из этих отношений, да. Вы разозлитесь на этого человека, вы видите как бы всю картину вот этой манипуляции, и вы разозлитесь на этого человека, вы скажете ему «до свидания», вы с ним расстанетесь, вы порвете эту дружбу, или же вы поставите четкие границы на работе, отношения с этим человеком и так далее. И в данном случае злость сыграет вам на руку. Но очень надо быть очень внимательным и аккуратным, потому что вы не хотите иметь это чувство злости и иметь это чувство злости на длительное время. Потому что в конце концов вы просто станете злым человеком, начнете всех ненавидеть, всех бояться, всех осуждать, критиковать, и вы по концовке будете просто несчастным. Поэтому на начальном этапе использование злости для того, чтобы промотивировать себя выбраться из этих отношений, это хорошо, но потом надо все равно потом надо работать над самовосстановлением своего самоуважения, самолюбви и так далее, и всего прочего, никого не винить, как бы осознать, что вы сделали ошибку, и злость уйдет. И когда вы признаете, что это была ваша ошибка, и вы попали в это, и это как бы ничья вина, вы будете злы на этого человека, этот человек из вашей жизни уже ушел, вы его выгнали, вы от него избавились, вам нет смысла злиться на весь мир. Правильно? Что очень часто случается. И когда люди начинают злиться на весь мир, и они
Они начинают злиться на людей, на друзей, на родителей, почему вы мне не раскрыли глаза, почему вы мне позволили оставаться в этих отношениях так долго. Мы злимся на людей, мы теряем друзей, мы разрушаем наши отношения с людьми, которые нас реально любят и реально поддерживают. Хотя, да, если вы вспомните, в прошлом они вам говорили, что с этим человеком что-то не то, но вы игнорировали это. После того, как у вас это чувство злости, да, то есть вообще изначально даже до того, как это чувство злости появилось, осознание самый главный первый шаг, осознание. То есть даже если вы, например, едете в незнакомом городе, в абсолютно незнакомый адрес, вы берете свой телефон и вы забиваете адрес в свою навигацию, и эта навигация вас везет туда, куда вам нужно попасть, потому что вы там еще не были. Так же, как и в этих отношениях, если вы не осознаете, если вы не знаете, куда вы попали, где вы заблудились и как вам оттуда выехать, вы никогда не начнете искать путь. Вы не знаете, какой адрес забить в вашу навигацию, чтобы оттуда выбраться. То есть первый шаг – это осознание. И осознание обычно приходит после огромного количества боли, после какого-то красноречивого э, само... эм, После того, как вы прошли через все круги ада, и вы практически разрушены как самодостаточная личность, вы больше не существуете, вы половой коврик, о который все вытирают, о который он вытирал ноги или она вытирала ноги. И если у вас есть силы осознать это, я вас поздравляю, потому что это первый самый шаг. После этого, конечно, у вас будет злость, как мы уже говорили. Потом, следующий шаг очень важно – начать разбираться и как бы смотреть назад. И пускай даже вы, допустим, еще продолжаете в этих отношениях, да, в этих отношениях вы еще продолжаете оставаться, но вы уже начинаете смотреть со стороны, да, вы начинаете как бы заступаться за себя, за свои права, за свое мнение. Например, вы хотите куда-то поехать, и он вам, например, запрещает, и вы говорите: знаешь, дорогой, ты мне не муж, я поеду все равно. Чего бы раньше вы абсолютно не сделали, потому что раньше вы хотели быть с этим человеком все время. Сейчас вы хотите от этого человека отдалиться, и вы начинаете наоборот искать пути пойти в зал, пойти на встречу с друзьями и так далее и тому подобное. И он начинает это чувствовать. Этот нарцисс начнет чувствовать, что вы начинаете отдаляться. И две техники он может использовать. Зависит от того, какого типа нарцисс этот человек является. И есть два типа: covert и overt. Covert – это как бы скрытый нарцисс, и overt – это как бы открытый нарцисс. Overt, с ними легче иметь дело, они более как бы предсказуемые. Covert, скрытый нарцисс, это отдельная песня. С этими людьми их очень сложно распознать, их очень сложно раскусить. И опять-таки, в зависимости от того, с каким типом нарцисса вы имеете дело, вы начнете искать ответы, чтобы выбраться из этих отношений. Следующий шаг, после того, как вы были жертвой, вы стали survivor, то есть вы выжили через эти отношения, вы прошли и вы выжили, вы победили. И победа у вас уже в первый ваш шаг осознания, да, это уже победа. Это вы уже знаете, что у вас есть проблема. И когда мы знаем, что у нас есть проблема, мы уже будем искать способы ее решения. Если вы уже знаете, что есть проблема, мы будем ее решать. Я с удовольствием вам помогу, я с удовольствием буду с вами на протяжении всего этого вашего путешествия, восстановления. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием буду на них отвечать. По средам у нас есть вопросы-ответы, и будут я буду делать видео по средам на вопросы, которые я получаю через мой веб-сайт, и буду с удовольствием на них отвечать. Продолжаем. Значит, что случается после вот этой третьей стадии, да, после вашего, как вы осознали, вы разозлились, и вы решили выбраться из этого.
Это называется, вы вернули себе свою власть. Власть над своей жизнью, власть над своей судьбой, власть над своим мышлением, над своим поведением, над своим настроением. Вы имеете власть над собой. Вы забрали эту власть у вашего нарцисса, у вашего партнера. И это огромнейший шаг. В данном случае нужно быть очень аккуратным и не винить весь мир в ваших ошибках. То есть, раз вы вернули себе эту власть, вы понимаете, что вы совершили ошибки. И очень часто, иногда, даже психологи рекомендуют, просто напишите по пунктам, что вы сделали, какие ошибки вы совершили, когда вы совершили, как вы отреагировали на те или иные ситуации, что позволило вам попасть в эти сети нарцисса. И очень важно не винить весь мир, как я уже говорила. Важно взять ответственность за свои поступки, за свои ошибки в свои руки. Следующий шаг – это будет простить себя и вернуть себе вот эту любовь и самоуважение. Потому что в зависимости от того, как долго вы оставались в этих отношениях, если, например, прошло несколько лет, да, и там некоторые браки длятся 10-15 лет, и жены выбираются с этих браков, и они уже даже не помнят, какими они были до этого брака. И у них нет абсолютно никакого ни самоуважения, ни самолюбви, ничего. Им приходится все заново строить. И поэтому у людей начинаются депрессии, как бы они не знают, как жить, потому что они настолько привыкли жить вот в этой вот ловушке. Поэтому вот этот шаг взять ответственность за свои поступки в свои руки, да, простить себя за это, проанализировать, простить, полюбить себя обратно. Это самый основной шаг, самое основное действие, которое вы можете подарить самой себе, чтобы быть опять счастливым. И когда к вам приходит это осознание, у вас появится способность посмотреть на этого нарцисса и понять, что он был чьей-то жертвой тоже. Кто-то когда-то его обидел, кто-то когда-то сделал ему больно. И я не говорю, что у вас должна быть жалость к этому нарциссу, но во всяком случае вы сможете отделить себя эмоционально от этих отношений, да, и со стороны посмотреть на этого человека и поставить на него вот это клеймо, что этот человек нарцисс. Совсем не обязательно его ненавидеть, просто можно понять, что, скорее всего, этот человек был тоже чьей-то жертвой, он тоже был обижен, и его путь восстановления самого себя был через унижение, через использование вас и всех остальных его жертв. Значит, когда мы взяли ответственность за свои поступки, за свои ошибки, да, у нас есть теперь возможность а, построить свое светлое будущее своими руками. Мы несем 100% ответственность за наши действия, за наши поступки, за наши слова и за наши мысли. И прежде чем мы встретим эту любовь, о которой мы мечтаем в будущем, да, мы должны восстановить себя, мы должны пройти через вот это самолечение, восстановить вот это свое самоуважение, свою confidence, свой self-esteem, кто вы есть на самом деле, чего вы в будущем ожидаете от отношений, какими вы хотите отношения, чтобы были, и ни в коем случае вы не поддадитесь ни на что менее, чем вы хотели бы иметь, правильно? И очень часто люди совершают ошибки, когда они впрыгивают очень быстро в новые отношения и заводят кого-то. Иногда это, конечно, играет свою позитивную роль, когда вы влюбляетесь в кого-то нового, вам уже не интересен этот старый ваш партнер, но практически 99,9% ваш новый вот этот вот влюбленность, это будет точно такой же нарцисс, но вы сейчас находитесь в этой состоянии влюбленности только потому, что у вас опять-таки цветочно-букетная стадия. И
вас интервьюируют, то есть вас превозносят, вам льстят, вам говорят то, что вы хотите слышать. Поэтому очень часто я советую, и очень многие специалисты и ребята, которые прожили слишком много нарциссической боли, они советуют не впадать в новые сексуальные отношения сразу. Это психологическая травма, и очень многие люди заканчивают в кабинете у психолога, тратя на это бешеные деньги. Зависит, конечно, от уровня вашей травмы. И когда вы понимаете, что вам самому не справиться или самой не справиться, конечно же, все советуют, и я тоже вам буду советовать обратиться к специалисту, потому что есть люди тренированные в этом, и люди, которые могут вам реально помочь. И знаете, что у вас есть право интервьюировать этих врачей, этих психиатров и психологов, выбрать того самого наилучшего, который вам реально поможет. Вам не надо прыгать к любому специалисту, только помоги мне. Это может быть даже не сфера его знаний. Поэтому и также посмотрите, на YouTube есть очень много видео людей, выживших, и людей, прошедших через все это, и теперь годы спустя разговаривающим об этом. Только тоже будьте внимательны. Там слишком есть некоторые видео, которые в большинстве случаев не имеют смысла, если мягко сказать. Поэтому хорошо бы было иметь вам кого-то, кто всегда на вашей стороне, или лучшего друга, или родителя, если у вас хорошие отношения с родителями, к того, кто вас поддержит, того, кто с вами, вам поможет во всем этом разобраться. Очень часто бывает, что люди, которые сами находятся в таких отношениях, во-первых, люди, которые находятся в таких отношениях с нарциссом в их жизни, они не смогут вам помочь, потому что они не видят, да, то, что вы уже увидели. И они будут находить оправдание вашему нарциссу, и они не будут вам в помощь, потому что они просто не видят правды. Они еще в состоянии жертвы. Есть люди, которые сами нарциссы, и если вы просите у них помощи, они вам не помогут, потому что они будут на стороне нарцисса, они будут вам говорить: ты слишком все близко принимаешь к сердцу, и послушай, этот человек тебя любит, и посмотри, и вы столько лет вместе, и, может быть, ты слишком много хочешь, и так далее, и тому подобное. Эти люди вам тоже не помогут. Вам нужен человек с нормальной, здоровой психикой, с нормальным уровнем самоуважения, самолюбви и любви и восхищения вами, как личностью, и который сможет как бы вас поддержать на вашем вот этом новом пути. И этот путь восстановления – это интересный путь. Он не быстрый, он длительный. Главное не делать ошибок. Если вам нужна помощь, пожалуйста, пишите вопросы на моем веб-сайте. Я буду с удовольствием вам на них отвечать. Всего доброго, удачи и оставайтесь сильными. С вами была Катя Васильева.